Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, и мы еще немножечко успеваем с вами захватить закатного солнышка. Сегодня про ароматы, которые мне советовали вы или у меня в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм Виктория Day-Life. Я туда выкладываю все эти видео. Или в Телеграме вы делились со мной своим ароматом дня. Меня что-то интересовало, и в итоге я их приобретала. Если честно, даже вслепую. И вот буквально мои недавние приобретения. У меня есть в Телеграме моя подписчица Саша. Саша, привет, если ты смотришь. И Саша как-то выложила вот этот аромат. Это Меделин от маски Милано. Я, конечно же, посмотрела пирамиду этого аромата. Мне он очень-очень понравился. Особенно мне понравилось, что в базе мне он немножко напоминает Италику. Ну, вот именно к базе. И это, надо сказать, что было в жару, то есть аромат на мне очень хорошо открылся. Я не знаю, как это будет в холод. У него такое звучание, он отличается в старте и в базе. В начале есть даже что-то такое немножечко... Вначале я прям хорошо чувствую каштаны, такие, скорее всего, жареные. А потом для меня эта нота трансформируется в ореховость. И вот здесь вот мне чуть-чуть напоминает именно Италику, потому что тут есть молочность, тут есть вот такая немножечко ореховая нота с горчинкой, но в то же время мне вот он не приторный. Хотя я люблю сладкие ароматы, поэтому, может быть, да, тем, кто не любит, это покажется даже приторностью. Не знаю, для меня вот самый приторный аромат, прям вот уже на грани, это Blanche Bette от Le Liquide Imaginary. Италика, она, конечно, более такая хищная из-за вот этого горького миндаля. Здесь нет. Здесь все очень-очень мягко, и я даже его носила в жару, и, в принципе, он меня не душил. Он вел себя вполне себе прекрасно. Я его, кстати, купила на рандеву. У меня вот видите эту наклеечку. Это была версия уцененная. Она шла без упаковки, но мне так и надо, потому что эти упаковки складывать некуда, выкидывать жалко. Бывает, частенько мне бывает жалко, я вообще их оставляю, думаю, вдруг я решу когда-нибудь продать какой-то аромат. И вот они лежат все. Сколько из них я когда-нибудь решу продать, неизвестно. А лежат они себе вот таким нормальным грузом. Поэтому я купила уцененную, и она стоила прям вообще очень-очень доступно. Ой, скрипит у меня тут флакон. И давайте я продолжу. Да, кстати, и не забывайте использовать мой промокод на рандеву 10 Victory. Он дает 10% скидку на все, суммируется с акциями и скидками, которые проходят на сайте. Обожаю вот именно теперь этот уцененный формат, потому что флакон пришел даже с крышечкой, вообще отлично. Просто флакон, он абсолютно такой же, как товарная версия, но без этой ненужной коробки. Это мне прям очень понравилось. Еще, конечно же, как всегда, обожаю на рандеву от Леванты сэмплы, аромабоксы. Это для меня прям такой уникальный формат. От Леванты уникальный тем, что вот таких вот завальцованных, которые выглядят просто как travel-версия обычно из фирменного магазина, этого нигде нет. Нигде. Даже здесь я такое не встречала. И это очень круто, я считаю. Так, и еще один аромат от этого бренда. Это Lost Alice. Просто потрясающий. Это что-то невероятное. Это аромат про чай. Я обожаю чай с молоком. И здесь именно чай с молоком. Боже мой, как же это вкусно. И с сахаром еще. И с сахаром, да. И я его носила даже вот сейчас. Он довольно-таки быстро слетает.
Но, опять же, вот Саша мне говорила, что аромат должен постоять. У нее он где-то уже год, и даже в жару теперь он на ней хорошо держится. Думаю, что да, особенно если учесть, что у меня был с дороги, он летел долго, ехал, то я думаю, что он наберет еще такой мощности и будет более стойкий. А зимой в холод, я думаю, что вообще нет с этим проблем. А, и что мне понравилось, тут есть прям в пирамиде морковка заявлена, но я это чувствую как такой, скорее, морковный пирог. Да, об этом тоже, кстати, были отзывы. Да, я соглашусь, что это морковный пирог. Вот для меня прям морковный пирог, черный чай, вот только что заваренный, и ты прям вот сейчас наливаешь в него молоко. Невероятно уютно, как-то невероятно тепло в этом аромате, прям релакс, релакс. Я помню, у меня был очень трудный, напряженный день, и я вообще первую половину дня ничего на себя не наносила, а потом открыла шкаф, и у меня просто рука потянулась к вот этому аромату релаксу. Очень классный. Просто обожаю. Обожаю. У меня уже 3 аромата от этого бренда, от маски Милана. А почему мне они так хорошо видны, они не в расфокусе? Ну и ладно, в общем. Так, ну здесь вот следующие 2 аромата. Тут даже скорее про бренды. И первый аромат это Айзенберг. Я, честно говоря, просто ходила мимо. Вот когда у меня была возможность прийти в магазин, в Литуаль, например, в Питере, и просто потестить, или в Ревгош, не помню, были они в Ревгоше или нет, я ходила мимо. Ну так что-то, помню, пару раз брызнула на блотер и, в общем, пошла себе. А здесь их просто нет в продаже нигде. Ну, по крайней мере, в Валенсии. И я его заказала вслепую из Литуаля. Это Love Affair от Eisenberg. И это мужская версия. Пишут, что он похож на парфюм от Lacoste, да, вот этот их классика. Я сначала не заметила, но потом, когда поносила этот аромат, да, вот когда он уже открылся, есть что-то общее. Это такая очень абстрактная пудрово-цветочная композиция, даже пудрово-мускусно-цветочная композиция, очень женственная, такая круглая. Я чувствую здесь и розу, и фиалку, но фиалка тут скорее такая немножечко придающая аромату такой элегантности, свежести. Тут в начале есть такая немножечко перчинка. Да, тут есть перец в начале. Вот, точно. Вообще, конечно, аромат очень похож на какой-то молекулярный. Очень похож. И он даже так себя ведет. Кажется, что он вообще тихий, очень быстро слетел. Но у меня была такая с ним история. Я его на себя нанесла. Мне показалось, что он уже с меня слетел, и я нанесла второй аромат. И мы поехали кататься на великах. И вот я, когда вот уже где-то в середине дороги, вдруг поняла, что я ощущаю от себя именно Love Affair, а не вот второй аромат, который я на себя нанесла. Причем так явно, и прям я даже чувствовала, что он от меня шлейфит. Я прям очень сильно удивилась. Но вот так себя обычно ведут молекулярные ароматы. Они то кажется, что исчезли, то прям как шлейфанут так вот из ниоткуда. Вот тут примерно такое же было поведение у аромата. В общем, я не жалуюсь на его стойкость, на шлейфовость тоже не жалуюсь. Да, конечно, это не как какой-нибудь, я не знаю, Томас Космала, который... Так, у меня кот пытается... Ты что пытаешься грызть? Зачем ты это делаешь? Пытается грызть ножку стула. Конечно, он не то, что прям вот такой очевидный, явный. Нет, у него вот именно такой раз вот при движении появляется ощутимый шлейф. Очень красиво, очень нежно. Аромат на каждый день. Аромат чистоты, свежести, мягкости и такой ухоженности. Да. Я не пробовала женскую версию,
Но я взяла мужскую, потому что у них одинаковые пирамиды, но были отзывы, что мужская, она более стойкая и более шлейфовая, а по звучанию, что они вообще не отличаются. Поэтому я подумала и решила взять его. Так, ну про этот бренд мне очень часто писали, а мне прям ничего от него не нравилось. И как-то мне писали и вот именно про Элиан. И я часто подходила, что-то пробовала, но а, когда очередь дошла до туалетной воды, вот здесь вот я поняла, вот это мне прям очень-очень нравится. Я же вам флаконы показываю, я забыла. Вот это вот мне очень, это прям супер. Здесь в начале очень яркие цитрусы, бергамот, потому что для меня есть какая-то тут горчинка немножечко в начале. Потом жасмин. Но вот эта свежесть верхних нот никуда не уходит. Жасмин приглаженный, такой гламурный, без каких-то индолов, ничем не собирается никого пугать. Очень женственный, но при этом прям заявляющий о себе. В базе тут заявлен кашмиран, но я, честно говоря, его как таковой не чувствую. Для меня он просто как очень хорошо закрепляет аромат. Для туалетной воды он прям довольно-таки долго держится и шлейфит. Аромат, который, ну, о нем, конечно, и блогеры очень много говорили, но мне часто писали подписчицы, что это потрясающий аромат, очень женственный, очень нежный, супер комплиментарный. И я все-таки решила его заказать. Конечно, не вслепую. Конечно же, я его тестила. Но знаете, в чем прикол? Когда я его тестила в магазинах, хоть на блотере, хоть на себе, но вот за этим звучанием всего, что есть в воздухе в магазине, вообще это не чувствуется. Это нужно наносить на чистую кожу, без других ароматов. Вообще просто, чтобы никаких на тебе не было ароматов, даже крема. И только тогда ты понимаешь его прелесть, только тогда он раскроется, ты поймешь все, о чем тебе писали и рассказывали. Это очень тонкий, это очень тонкий, очень нежный, цветочно-мускусный аромат. Это аромат весны. Он и свежий, он и летящий, невероятно красивый. И я согласна, когда ты его от кого-то чувствуешь, ну прям хочется рядом с этим человеком находиться. В жару В жару, конечно, он слетит, но если до тебя дойдет человек, на котором он еще держится, ты просто захочешь его обнять и не отпускать, потому что это, ну, невероятное ощущение чистоты, свежести, какой-то вот такой кристальной, очень-очень приятный. Этому аромату много лет, но он вот как-то звучит абсолютно вне времени. А, Очень, конечно, жаль, что у него такая стойкость. Хотелось бы, ладно, там шлейф это уже дело десятое, но хотя бы стойкость. Он, к сожалению, наверное, часа за 3 вообще вот без следа уходит. Аромат, который тоже и блогеры советовали, и мне мои девочки, знакомые блогеры советовали, и подписчики писали, когда я говорила, что ищу аромат с кокосом, мне советовали Лёли Кита Мажинари Бланш Бетте. Здесь не заявлен кокос, но он прям явно ощущается. Причем такой кокосовое масло даже, скорее всего, но сладкое такое. Да вот он на грани с приторностью. Тут еще нота мистикаль есть, очень необычная, молочность есть. Вот сейчас даже вот эта молочность, она смешивается, по-моему, с ладаном, с удом, с этой нотой мистикаль. Такой немножечко получается как будто бы горьковато-молочный такой оттенок. Аромат не надо покупать ни в коем случае вслепую. Ну, такой от Левант можно купить. У меня это вообще travel-версия из набора. Но я бы никому не советовала покупать это вслепую, потому что, да, он может быть довольно-таки душным. Еще у меня тоже, вот видите, такой. Это Мема Марфа. Меня о нем очень много спрашивали, мое мнение. У меня есть Женя, подписчица и в Телеграме. Она говорит, что ей этот аромат такой стервозный. Ам,
А я его только на блотере тестила, и я не уловила в нем никакой стервозности. Но я его и поносила на себе тоже. Я вот не скажу, что для меня вот Бланш Бетты прям вот реально зверский аромат. Вот реально стервозинка такая есть в нем. А этот, ну вот, ну возможно, тут даже мне напоминает тубероза. Вообще туберозы все такие ведь ароматы с характером. Вот она мне немного напоминает туберозу из Альдебаран, ну, прям совсем, да, чуть-чуть, вот именно каким-то небольшим аспектом, не полностью. А вообще это довольно сладкий тоже аромат. Молочность, цветочность, тубероза ощутимая и иланг-иланг. Вот что мне в нем не нравится, это иланг-иланг. Он прям вот здесь тот, который меня немножечко так отталкивает. Он мне напоминает какую-то парикмахерскую советских времен. Ну, это опять же, да, это какая-то моя ассоциация с детства. Если бы я вернулась туда, наверняка там какой-то другой аромат был. Но мне вот почему-то напоминает, может, лак для волос был какой-то вот тех времен с такой отдушкой. Ну, вот только эта нота, да. Возможно, Женя, если ты меня смотришь, кто-то там был у тебя в детстве, кто пользовался таким лаком, какая-то женщина, которая считалась стервозной. Может быть, я не знаю. Но вот меня единственное, что в этом аромате смущает, вот этот иланг. Если вы любите иланг, то, наверное, и туберозу, то, наверное, прям для вас это джекпот. Ой, ну вот мне прям даже иланг перебивает даже саму туберозу. Если бы хотя бы она его как-то спрятала, так укутала. Этот аромат у меня и в Телеграме выкладывала моя подписчица как ее аромат дня, и моя Ульяша мне очень советовала его попробовать. Это Пеш Мираж от Герлен. И вы знаете, мне кажется, я не должна сейчас делать о нем выводы. Опять же, мне тоже написали, что это аромат для холода, что в жару он не очень открывается. Сейчас для меня этот аромат звучит какой-то вот такой... Это, наверное, кожаная нота. Ну, где персик? Вот у меня почему-то сейчас персика нет. Вообще у меня просто кожаная нота с какими-то вот остатками чего-то фруктового, не очень такого явного. Еще какая-то зелень. Да, какая-то зеленая нота. Причем не какая-нибудь там трава, зелень, не какой-нибудь лист инжира, а какая-то такая зелень. Какая-то такая зелень, как будто с грядки, какие-нибудь вот эти вот салаты, я не знаю, лечуга, рукола, вот какая-то почему-то такая зелень сейчас в нем, и вот эта кожа. К сожалению, у меня нет персика практически. Я хочу персик. И он называется Пеш Мираж. А может, потому что он мираж? Потому что тут нет никакого персика. В общем, я решила потестить его в холоде. Кондиционер тоже не помогает. Ну, то есть даже когда дома в холоде я его тестирую, все равно почему-то не открывается он с персиком. Решила подождать холода, еще раз его потестить. Друзья мои, тут такое произошло. Я это в Телеграме в своем рассказывала. В общем, вы просто не представляете аромат, который я не выносила, который я, можно сказать, хейтила, который я просто кривилась от него вот так вот. И я в жизни бы не могла подумать, что когда-то я его даже на себя нанесу. Но, опять же, вы очень повлияли. Мне часто писали мои подписчицы и в Телеграме: ой, этот аромат на мне, как он красиво шлейфит, боже, какая тубероза, какой белоцветочный, самый красивый аромат, комплиментарный. И я думала, да что ж такое-то? Почему? Как же я вообще просто не чувствую в нем и близко? И, значит, мне попалось в какой-то очередной посылке рандеву от Ангелин аромат, который прям закос под Франк Бакле кокаин.
Но вообще без вот этой верхней индольности, вообще ноль индола, вот чисто открылась вот это вот красивое, невероятная тубероза с каким-то фруктовым банановым оттенком, с таким каким-то белоцветочным шлейфом. Ну, то есть в шлейфе даже я не только туберозу улавливаю. И я думаю, ого, вот это да. Вот это ж, значит, вот о чем мне писали. Значит, просто кокаин на мне не открывался. И я подумала, я должна хотя бы сначала купить сэмпл и поносить его вот в этой невыносимой жаре, вот в эти 35 градусов. И, боже мой, он открылся. Я сейчас прям при вас нанесу его на себя. Вы смотрите, что я делаю. У него такой красный, кстати, цвет. Прям тут не видно, он прям красный. Боже мой, я не чувствую никакой индольности. Я просто не поверила, когда я на себя нанесла, и я не почувствовала никакой индольности. Это просто мякоть туберозы. Вот просто ее взяли вот так вот в руке, вот так вот пожамкали, и он прям сочится, эта тубероза. Она такая сочная. Она такая натуральная, вот с каким-то немножечко у туберозы есть такой камфорный оттенок, ну вот прям у такой свежей, настоящей, натуральной туберозы. Совсем он такой невесомый, прям, ну, ощущаю я его сейчас. И какая вот фруктовость в нем, тут же еще карамель заявлена. Я карамель, ну, если знаете карамель, окей, ладно, можно из-за карамели, но тут есть такая сладость, но для меня она вот прям натуральной туберозы, натурального цветка, не какая-то там карамельная конфета. Тут прям такая вот натуральная сладость цветка. Я не воспринимаю это как какую-то карамельную конфету. Для меня просто это вот аромат натурально звучащей туберозы, прям мякоти такой туберозной, с оттенками, да, все, которые может иметь сама тубероза. Фруктовый, какой-то вот такой белоцветочный, жасминовый оттенок туберозы. Для меня это прям чисто королевская тубероза в аромате. Я в шоке от этого, честно. Я никогда бы не подумала, что я этот аромат не то что на себе буду носить и получать удовольствие, что я вообще его пойму. Вот, друзья мои. Ну, видимо, вот нужна была вот эта вот влажность, вот эта вот ему жара нужна была, какой-то, может быть, уже большой ольфакторный опыт в туберозах, потому что я последний год прям очень сильно увлеклась туберозами. У меня уже есть всякие разные они, в разных интерпретациях, с разными рядом нотами. И вот, возможно, поэтому сейчас я уже и это поняла. Возможно. Мы не знаем, почему именно. Напишите, как вы относитесь к Франк Бакле кокаин. Пробовали, нет? Как он вам вообще? Все, друзья, спасибо большое, что вы провели это время со мной. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Не забывайте мой промокод в рандеву 10 Victory. И я вас всех целую, обнимаю. Всем будьте счастливы. Пока-пока.